ждем 8:00. Так, чат включился. И сегодня у меня параллельная трансляция на Рутюб. Она у меня экспериментальная, то есть у меня сейчас подключен смартфон и компьютер, понятное дело. И я сейчас себя наблюдаю и в смартфоне, и на экране. Здравствуйте, друзья! Это Анапа, и вот сразу же я приветствую Алексея Скворцова из города государственного преступника, так он написал в чате. Привет тебе, Алексей, молодец, ты прямо точен как часы. И меня зовут Александр, живу я в Анапе, рассказываю о том, что случилось за неделю. Сегодня я расскажу о поездке в Новороссийск, расскажу об моем отношении к кино. А также, Алексей, напиши, видно меня, слышно? Сразу об этом пиши, пожалуйста. И расскажу о том, как я пишу книгу, я ее уже заканчиваю. Расскажу о погоде, расскажу об Андрюхе Хрущеве, моем друге. Так что, и отвечу, конечно, на ваши вопросы в чате или в комментариях, я их читаю постоянно. Так что неделя началась у меня. Все отлично, пишет Алексей, и спасибо тебе за то, что ты всегда со мной. Неделя началась у меня с поездки на Российск. Это не была какая-то там деловая поездка, это была просто поездка погулять. Наташа у меня в этот день, 1 октября, отдыхала, у нее был такой случайный выходной, 2, и мы решили поехать. Конечно, по просьбе Наташи. Наташа вообще любит Новороссийск. Она любит Новороссийск, потому что этот город, он сохранил свое очарование. В нем много исторических домов. И ходить по такому городу всегда приятно. Каждый раз, видя что-то новое. Тем более находится он недалеко от нас, но в этот раз мы ехали 1:20. Там больше уже плетешься по самому Новороссийску, как обычно в пробках, а вообще до него ехать очень быстро на автобусе. Сели мы на автовокзале, причем подошли и в кассе нам сказали, что автобус стоит уже на стоянке, уже идет посадка пассажиров, и, мол, идите в кассу вот это вот до обелечивания. Мы сразу прошли к автобусу, подошли к контролеру, она там как раз стояла, и мы говорим, а можно нам тоже? И она говорит, садитесь. И мы сели на передние кресла, они такие удобные всегда, понятно. Вот. И все, автобус поехал. И я сначала сидел как на иголках, говорю, Наташа, говорю, надо же ему как-то заплатить. А она говорит, да подожди, человек работает, ему сейчас туда-сюда смотрит, водитель имеется в виду. Поэтому давай потом. Я говорю, хорошо. А обычно автобус, когда выходит из автовокзала Анапского, проезжает немножечко по Красноармейской, поворачивает налево на Крымскую, и сразу же здесь стоят еще люди, обычно стоят люди,
И он останавливается и берет еще там несколько человек, там 2-3, они уже рассчитываются с ним наличкой. Причем говорят, ну так я сам не знаю, но говорят, что это стоит дешевле, чем брать в кассе. Ну, в этот раз он проехал мимо этого места и поехал дальше. Вторая остановка бывает у него здесь вот возле Спортмастера. Часто люди, которые едут на Российск, они здесь стоят и ждут автобус, и нужно там махнуть рукой. И я думаю, ну ладно, остановится возле Спортмастера, я там рассчитаюсь с водителем. И тут он тоже проехал мимо. А на этой остановке, кстати, когда у меня Наташа училась на курсах, как они называются-то? Ну, она переучивалась на медсестру после перерыва в Новороссийске. Полгода ездила в Новороссийск 2 раза в неделю. И вот она на этой остановке останавливалась. Вот для меня всегда где-то останавливаться вне автовокзала — это всегда большая проблема, риск. Я думаю, ну, он же не обязан останавливаться каждому человеку, кто ему машет рукой. И мне лучше пойти на автовокзал. Ну вот Наташа, она такая женщина рисковая, она останавливала его здесь и так проездила целых полгода. Ну и здесь он не остановился на Спортмастере, и думаю, ну ладно, возле гипермаркета Магнит остановится. Нет, тоже не остановился. Так я с этими деньгами и просидел до самого уже Новороссийска. Там он заехал на автозаправку, и вот на автозаправке я с ним и рассчитался. Здравствуйте, друзья, я смотрю, 5 человек меня уже смотрят. Редко, когда такое бывает. Сегодня прямо с самого начала трансляции уже люди. Юра присоединился и пишет: всем привет из Краснодара. Ну, хотелось бы еще и остальные зрители, а это еще 3 человека, написали. Потому что по статистике обычно меня смотрят 90% это новые зрители. 10% мои подписчики, и остальные вообще видят меня в первый раз. Это всегда очень ответственно, потому что с подписчиками я веду себя уже так по-домашнему. А с новыми, наверное, надо как-то более вести себя осмотрительно, что ли. Но не знаю. В общем-то, для меня все друзья, кто заходит на мой канал. И вот, кстати, погода в тот день обещала быть плохой. Вот когда мы с Наташей собрались в Новороссийск. И Юра мне сказал, что похолодание и ухудшение погоды будет вообще по Краснодарскому краю. И с утра были тучки, и даже был дождик небольшой. И мы сначала, в общем-то, и хотели отложить эту поездку, но потом пошли. Чуть-чуть там солнце так проклюнулось между облаков. Я говорю, да пойдем. В принципе, мне еще нужно было зайти в офис МТС. Вот Юра тоже был. Он блокировал там свою сим-карту. И я тоже заходил в этот офис и тоже блокировал сим-карту. И когда мы с Наташей шли, я думаю, эти сотрудники МТС скажут, что такое. Все полуполтинных, люди с фамилией Полуполтинных блокируют свои карты. Там же паспорт нужно предъявлять. Вот. И, но, видимо, так как мне это не сказали, что уже один Полуполтинных был, значит, я подумал, что я первый, вперед Юры, заблокировал свою сим-карту. Так что мы в Новороссийск как бы не торопились, спокойно я сделал свое дело в салоне, вернее, в офисе МТС. И вот потом мы буквально сразу же сели в автобус и поехали. А погода была такая, как бы дождик вроде бы и собирался, но в то же время было очень комфортно. Не жарко, потому что дни-то стоят жаркие, и в жару ездить куда-то тоже не очень хорошо.
Так мы до Новороссийска и доехали, и так погода и была вот такая вот. То есть не было жары, не было солнца, а была такая хмарь. И когда мы сидели с Наташей на набережной в Новороссийске и обедали в какой-то кафе или ресторанчике, не знаю, прямо вот над горами вот эти вот висели тяжелые облака, и даже немножечко прошел дождь, но мы как раз вот сидели там, обедали, и когда вышли, уже опять было хорошо, свежо. Мы немножко еще прогулялись по Новороссийску, посетили парк. Как парк этот называется, не знаю, Наташа там была впервые в этом парке, но он видно, что новый. Парк просто такое место для прогулок. Там что там такого-то ничего нет, по-моему, развлекательного. Но я имею в виду каких-то аттракционов. Вообще парк должен быть тихий, если это парк действительно. В парке можно погулять, уединиться, поразмыслить о чем-то, посидеть, отдохнуть. Вот это парк, я понимаю, когда много зеленых насаждений, много тропинок, много скамеек. Вот это парк настоящий, когда есть какой-то водоем. Там, кстати, да, мы нашли водоем, и там плавают прямо огромные рыбы. Но вот эти вот золотые, тоже такие выросшие, и прямо они здоровенные, ну, наверное, сантиметров по 15, а есть вообще огромные, ну, вот рыбаки вот они вот всегда показывают. Ну, вот, наверное, вот такие вот рыбины прямо плавают. Я не знаю, как они называются, но они такие, есть серые, ну, обычно такого рыбьего цвета, да, а есть какие-то чуть ли не белые рыбины, тоже большие, плавают. Я сделал съемку там, подснял. Не знаю, получилось, нет, я еще сам даже не смотрел. Это можно посмотреть на моем канале, вот на этом, на Альбатросе, в шортсах. Ну и все, и погуляли с Наташей, также дошли пешком до автовокзала. Кстати, когда мы шли по набережной, и я увидел, стоит там на пирсе теплоход «Князь Владимир». Это пятипалубный туристический лайнер. И интересен он тем, что вот в данный момент на нем проходят съемки фильма «Не бриллиантовая рука». Вот такое у него название. И это такой ремейк по известной уже кинокомедии с Никулиным, с Мироновым. Сейчас модно снимать такие фильмы. И этот фильм покажут в новогодние праздники. Сейчас вот его снимают. И я бы тоже мог там участвовать, если бы я, не пересмотрел свое отношение вообще к массовым съемкам. Вот, все-таки меня испортили мои роли, которые я сыграл, и теперь где-то вот в массовых съемках участвовать мне уже не так интересно. А съемки там идут. Вообще в Новороссийске сейчас снимается, в Новороссийске, Геленджике. Вот я уже перехожу, кстати, от поездки перехожу плавно, очень плавно к киносъемкам, к теме кино в моей жизни. Так вот, в Новороссийске, в Геленджике и в Анапе снимается очень много сейчас фильмов, несколько сразу проектов. Вот один из них это «Не бриллиантовая рука», потом «Фарфоровый солдатик», потом про виноград-то. Что-то там про виноград. «Виноделы». Тоже фильм «Виноделы». Потом еще какие-то фильмы, я даже сейчас не помню название. Ну, я отслеживаю все кастинги, и
недавно тут был кастинг, там роль была со словами, там лодочник и сосед, два персонажа. Вот, на лодочника там уже нашли человека, а на соседа искали. Там было 2 фразы. И, знаете, вот я просто поленился. Единственное, что там меня смутило, там по типажу должен быть такой старый моряк. Вот, ну, тоже лет, наверное, так 50-60. И написано, что старый моряк. И не только моряк, но и рыбак. Он там еще рыбу ловил. Вот. И предлагал этому лодочнику рыбу. Ну, что-то такое. Вот. Можно было бы, конечно, отснять самопробу, но я честно скажу, поленился. А, в общем-то, ну, самопроба снимается же она очень быстро. То есть берется смартфон, выучиваются слова, немножечко продумывается поведение и персонажа, то есть ты уже сам составляешь, кто это такой лодочник, вернее, этот сосед лодочника, что он из себя представляет, что у него на уме, что у него случилось. Ведь когда роль играешь хотя бы маленькую, да, и зритель видит вот персонажа, и что-то у него там, что-то он говорит, но у персонажа, допустим, что-то там могло случиться до того, как его видит зритель, да? Может быть, у него там какой-нибудь родственник умер, понимаете? Бывает же такое? Бывает. Поэтому, естественно, в кадр он должен входить именно оттуда, с его истории. И реплику он может сказать. Знаете, бывает, что у него хорошее настроение, и он, допустим, на вопрос лодочника может ответить там как-то весело и бодро. А если он с какой-то мыслью тяжелой, он, естественно, ту же самую фразу он может сказать, как сказать, на отвали, да? Вот, поэтому это очень интересно даже такие маленькие роли играть, которые вот буквально на экране занимают несколько секунд. Вот. Но они тоже требуют очень большой подготовки, продумывания. И, конечно, можно было поучаствовать, но я из-за своей лени не пошел на это. Теперь, значит, «Фарфоровый солдатик» – мощный проект про события в Сирии, события в Украине. Ну, я в этом сериале, вернее, фильме не стремился участвовать именно по таким идеологическим соображениям. Я стараюсь к этой теме не прикасаться ни в каком виде. А люди, очень многие, конечно, поехали на съемки. И вот моя партнерша по фильму «Куда приводят хороводы», смотрю, уже там, и выложила в ВКонтакте свою фотографию. Я вот могу даже сейчас вам, наверное, показать ее. У меня же такая спонтанная трансляция, то есть эта мысль пришла, и я могу вам что-то показать. И не только эту фотографию моей партнерши, но и сейчас найду. У нее ник «Моя мечта». Или «Твоя мечта». Нет, «Моя мечта» или «Твоя мечта». Что, по-моему, нет. Или, скорее всего, «Твоя мечта». О, точно. «Твоя мечта». Вот она, да, «Твоя мечта». «Твоя мечта». Сейчас вам покажу ее. Роли там надо исполнять сирийцев, заложников, мирных жителей. Ну, это примерно так же, как в крепости Бадабер, в которой я снимался и много говорил. Вот сейчас я покажу вот эту женщину. Вот она. Вот видите, вот она пишет. «Мое утро начинается со съемочной площадки. Сегодня съемки очередного фильма «Любимая жена султана». Ну, это она так пошутила. Вообще она там, конечно, не любимая жена султана. Она просто сирийка. Кстати, она блондинка, и вот этот наряд ее очень так преобразил.
Очень интересно я увидел. А вообще, так, сейчас я вернусь в студию. Сейчас вернусь в студию и найду здесь, как говорится, за кадром еще, как там люди у нас уже тоже вчера, потому что первый день съемок, он всегда такой запоминающийся, потому что люди надевают какие-то костюмы и друг на друга смотрят, как костюмы преображают. Вот. Так. Сейчас. Это оказывается не здесь, а в Telegram. Так, сейчас покажу. Это очень интересно. Я-то бы, конечно, там точно бы вписался. О, сейчас. Сейчас покажу, друзья. Это такие эксклюзивные. Я вот только своим подписчикам доверяю. Так. Ну вот, допустим, вот так вот простых людей наших нарядили. Такие костюмы. Как они, я не знаю, называются. Ну, в общем, платья такие, видите. Вот. И вот они уже не анапские и новороссийские женщины, а сирийские женщины. Вот. А вот моя знакомая как раз. Вот она здесь вот с боевиком. Он, кстати, часто играет вот в боевиках. Он и в Бадабере играл, вот этот парень. И у него всегда одно амплуа, и он одинаково выглядит. Вот. Вот есть какой-то дедок. Смотрите, какой колоритный дедок. С какой бородой. Вот я бы со своей бородой бы тоже там, конечно, был. Но я об этом говорил. И я, когда шел к парикмахеру сбривать свою бороду, я знал, что я себе сжигал мосты. И в этом фильме мне не участвовать. Ну вот. Тоже Черноморская киностудия, видите? Мы там, где кино, кино там, где мы. И вот они, наши анапские и новороссийские сирийские женщины. Вот сидит в майке с красным кругом. Это Роман, который занимается как раз подбором актеров. Ну вот, в принципе, и все. Так что фильмы снимаются, и вы, конечно, этот фильм тоже увидите. Потом, значит, пришла такая вот новость. Сегодня у нас понедельник, друзья, и сегодня начнется фильм, показ на канале «Домашний». Фильм называется «Первый день счастливой жизни». Сейчас я вам покажу, как выглядит баннер. Так, вот, сейчас вам покажу, как выглядит баннер. Я Юре уже писал, и брат Юра, я думаю, сегодня он припадет к экрану телевизора. Я-то не смотрю, Юрию советую посмотреть. Ему все равно, что смотреть, а тем более фильм, где должен появиться я, это, я думаю, интересно. Вот так выглядит баннер. Видите, в понедельник премьера в 19:00. И вот видите, вот здесь вот актриса в розовом пиджаке. Вот я с ней прямо и взаимодействовал в кадре. Ну, я, конечно, пессимист
Вот, и думаю, что, возможно, этот эпизод вырежут, вот, из фильма, но думаю, а что его вырежут? Ну, дело в том, что я рассказывал историю, как я снимался в этом фильме. Был обычный день, я никуда не собирался, тут вдруг позвонила Настя Корезина, мастер нашей киношколы, и она как раз работала на этом проекте «Первый день счастливой жизни» в качестве кастинг-директора, ну и подбора актеров. И позвонила, говорит: Александр, не хотите там поучаствовать в фильме? Я говорю: хочу. Она мне прислала слова, и я, как я уже сегодня говорил, я сделал самопробу. Самопроба ей самой не понравилась, потому что она говорит: Александр, вы сыграли какого-то очень мрачного типа, а это комедия, поэтому надо, конечно, сыграть с какой-то грустью, но в то же время, соответственно, такому светлому фильму, да. И, я тогда переиграл, она показала режиссеру, и режиссер меня утвердил. И я поехал в Новороссийск, съемки были прямо в Новороссийске в самом. Я доехал на автобусе до автовокзала, потом на такси и приехал на съемочную площадку. Я об этом когда-то очень подробно рассказывал, о всех своих чувствах, потому что мне часа 2 пришлось ждать, когда были съемки моего сюжета, а до этого времени я коротал время в буфете, сидел там, чаи распивал, и с женщиной-буфетчицей лясы точил. Вот, а потом прибежала Настя, говорит: Александр, сейчас следующая сцена ваша, и вот так вот я помню вот это ощущение, был тоже такой мрачный дождливый день, и как-то было так зябковато немножечко. И когда начали снимать мою сцену, она происходила в цветочном салоне. И вообще фильм этот я так думаю, что про продавщицу цветочного салона. Сейчас еще раз вам покажу эту рекламу. Вот видите? Вот. И я попадаю в цветочный салон. Я там играл роль покупателя цветов. И вижу вот эту девушку. Я вижу, она какая-то там, понятно, что актриса ее там уже многие знают, и фамилию знают. Я не знаю ни фамилию, ни имени. Я вижу, что красивая женщина, красивая девушка, и понимаю, что она главная героиня. Вот. И режиссер здесь же. И я попадаю вот с мрачной улицы, с холодной мрачной улицы, в этот цветочный салон, где пахнет действительно цветами, где все залито светом, вот этими осветительными приборами, где в маленьком помещении достаточно, много людей, именно съемочной группы, там и второй режиссер была, и сам режиссер был главный, и операторы, и осветители, и звукари, и все, кому еще положено. Вот. И стоят за прилавком две вот этих вот женщины, вот эта вот, которая в розовом пиджаке, и еще одна там. Они что-то между собой там общаются, и режиссер мне говорит: давайте все, сейчас сцену проиграем, сначала так, без камеры. Я эти слова сказал, правда, не сразу, у меня дыхание сперло. Действительно, для меня вообще это была такая вот, хотя и вторая роль, второй случай, когда я играл роль со словами, но там я играл как-то на такие средние планы, а здесь крупный план, потому что мне эту камеру сразу в лицо прямо воткнули.
И, естественно, я растерялся. Вот. Но потом я собрался, мы вот с этой актрисой проговорили слова. Вот. Он говорит, все нормально, все снимаем. И все, и потом было 2 дубля. В общем-то, все я сделал буквально с 1 дубля. Почему 2? Потому что первый дубль камера была на меня направлена, а второй дубль камера была направлена на 2 этих актрис. Но я тоже подыгрывал. То есть сначала снимали меня, я свои слова говорил, а она свои слова говорила, но не в камеру. А второй раз, наоборот, камера была направлена на нее, а я говорил свои слова, это называется подыграть. Вот. Ну и все, я там покупаю цветы, нюхаю, говорю какие-то очень такие философские слова о том, что жизнь хороша, вот, и счастье бывает, и хорошее настроение и у таких людей, как я, вот, у взрослых я там сказал, что иногда и взрослым хочется сказки, правда ведь? Вот. Ну, в общем, друзья мои, все, кто хочет увидеть меня в кино, в настоящей роли, смотрите сегодня в 19 часов фильм «Первый день счастливой жизни» в 19 часов. Я думаю, Юра обязательно будет смотреть. Конечно, понимаю, что увидеть меня там будет не просто, потому что я же не знаю там сколько серий, может там 10 серий. А в какой я серии, я не знаю. Вот. Но я еще раз говорю, что я там в этом фильме крупным планом именно как покупатель в цветочном салоне. Вот, что я хотел сказать про кино. Ну, с кино я не прекратил, конечно, своих отношений. Мальвина Третьякова, наш режиссер, сейчас с 14 октября, по-моему, запускает новый курс. Я вам показывал, как я в прошлый раз делал листовку для нее. Вот. И те, кто живет в Анапе, я сейчас, кстати, эту листовку вам покажу. Почему бы вам не показать эту листовку? Сейчас я покажу ее. Угу. Так. Вот эта листовка. Вот. Видите, киношкола в Анапе, практический курс от режиссера Мальвины Третьяковой, режиссура и драматургия игрового кино. 6 модулей, возраст студентов, стоимость обучения, что будет изучаться. Запуск 14 октября 2024 года. Я еще сам не знаю, какой будет проект. Ну, вроде бы так, по разговорам, которые я тут уже вел с людьми, тоже приближенными к Мальвине. Это будет фильм о Серафиме Саровском, потому что, Мальвина работает в таком творческом союзе с епархией и, в частности, с приходом Серафима Саровского здесь, в Анапе. Вот. Но это одно, как бы, один план Мальвины Сергеевны. А второй, это она сейчас начинает работу, и уже начала, просто я туда не попал, начала работу над тизером, ну или как можно назвать еще, пилотом фильма. Как же он называется? Блин, опять забыл, сейчас посмотрю. «На краю небес». Вот, «На краю небес». Это мистический фильм, в то же время с современностью.
Она уже принималась за этот фильм, был прекрасный тизер, я его тоже уже показывал здесь. Она хочет его переснять, тизер, потом показать его продюсерам, и продюсеры, если им понравится, они, может быть, профинансируют. Вообще, Мальвина Сергеевна говорила, что ей нужно где-то 500 миллионов рублей для этого фильма. Ну, сейчас цены, как говорится, растут, поэтому, может быть, уже и цена увеличилась. Ну, Мальвина Сергеевна, она говорит, что, в принципе, такие суммы в киноиндустрии, они никого не удивляют. Это вот такая средняя цена нормального фильма. Вот, 500 миллионов. Сейчас давайте тизер этот я попробую найти «На краю небес», да? Так, нет, пока не получилось. Угу. Так, я почти нашел. Так, сейчас. Так. Ну, а здесь он называется немножко по-другому. Но тем не менее. Смотрим. Мы ангелы, и мы бесы, и сами выбираем свой путь на земле. Эта битва началась с падения Люцифера. И вслед за ним ушло 40% ангелов. В наказание они были лишены бессмертия. Сколько столетий мы с тобой не виделись? И умерев, в новом рождении превратились в людей. Пришел спасать очередную душу. Вечный страх. Отдай мне эту душу. Поздно. Мы ангелы, и мы бесы. И сами выбираем свой путь на земле. Путь к свету или во тьму. Я дам вам свободу, силу, волю выбирать. В чем же тогда спасение? Жизнь есть дорога. Дорога к Богу. В городе Новопавловске Ставропольского края полицейский... Так. Вот и такой тизер. И вот это вот надо переснять. Вот это надо переснять, и Мальвина Сергеевна будет этим заниматься. Она в группу включила меня тоже, и встреча уже была читка сценария, но я не пошел, потому что я себя плохо чувствовал в тот момент. Так, что еще? Так, мы о кино поговорили.
О кино поговорили, друзья. Я жду от вас какие-то вопросы, не комментарии, не рассказы о себе, а вопросы по нашей теме. Расскажу немножко о погоде. Погода стоит жаркая. И даже Алексей, вот, который здесь живет в соседнем, живет-то он в Петербурге, а квартира у него в соседнем доме. И он решил приехать. Вот он мне звонил вчера, сказал, что он самолетом летит до Сочи, а потом с Сочи едет в Анапу. Говорит, хочу покупаться, хочу поваляться в дюнах. Вот. Действительно, погода стоит хорошая. И мы с Наташей ходили вот недавно на море. Мы просто там погуляли, посидели. И на второй день мы пошли с Андреем. Вот рубрика «Привет, Андрей». Я сделал ролик номер 40. Кто наблюдает за Андреем, можете посмотреть этот ролик, там поставить лайк, написать комментарий. И в этот день, а это была суббота, мы должны были сначала пойти в наш клуб позитивного общения, но я послушал, что там будет тема какая-то опять про художников, про какие-то фестивали. Мне это, знаете, неинтересно стало. Меня это не заинтересовало, я позвонил Андрюхе и говорю: Андрюха, ты как, где сейчас, что? Он говорит: я сегодня выходной, вечером в 17 часов еду на работу, на смену. А дело было утром, я говорю: давай встретимся, на море пройдемся. И он говорит: давай. И я вот буквально сразу же собрался, зашел в магазин, там что-то купил и к нему. Вот. Мы с ним... я у него, во-первых, побывал в его каморке, и вы можете посмотреть, я там достаточно подробно все снял, у него там очень все, хорошо, я бы сказал, да, это каморочка маленькая, полуподвальное помещение, он там обживается, он купил маленький холодильник, купил охладитель воздуха, сделал какой-то бачок для воды, сам кран приделывал, у него есть там, полки он сделал сам, тоже заказывал на Озоне, и полочки, вот на полочке он поставил холодильник, у него есть пароварка, и так как теперь у него есть холодильник, он нашел место, где корейцы продают различные свои блюда, и он берет позы, и он говорит: Александр, ты знаешь, я нашел у корейцев бузы. Позы-бузы это, в общем-то, одинаковые. Обычно бузы маленькие, позы большие. И он открыл холодильник, морозилку. Там морозилочка даже есть небольшая. И достает пакет, и там вот эти позы. Они даже выглядят так, как их делают буряты у нас в Забайкалье, но немножечко они такие вот с такой трубочкой. То есть они похожи больше на хинкали, но у хинкали такая помпочка, за которую надо браться, а у позы дырочка в этом месте. А тут получается, что тут вроде бы как помпочка, но в помпочке дырочка. То есть вот так вот как бы немножечко необычно. Я говорю: Андрей, а на вкус какие? Он говорит: на вкус очень вкусные. И он говорит, что в его пароварку входит сразу 10 вот этих поз. Вот, и он их варит. Так что Андрей обживается, молодец, и я за него рад. Он со всеми долгами рассчитался. Он раньше как-то все залезал в какие-то кредиты, в какие-то инвестиционные программы сомнительные, газпромовские, вот в кавычках газпромовские, на самом деле мошенники там сидели. Вот, и я его убеждал, говорю: Андрей, не надо тебе залазить куда-то в какие-то кредиты, зачем? Кредитуй сам себя, то есть откладывай на депозит, и когда нужно тебе, возьми ты с этих денег что-то, а так пусть они лежат, копятся. И вот Андрей наконец-то рассчитался со всеми, своими долгами, и теперь он, можно сказать, свободный человек, у него теперь появился счет в банке, и он туда откладывает свои деньги.
Так что все у Андрея хорошо. И вот мы с ним пошли на море, зашли в алкотеку, купили безалкогольного пива. Безалкогольного пива, потом на пляже в Фатине мы взяли пирожки с луком и с яйцом, очень вкусные, большие такие пирожки. Мы с Наташей тоже всегда берем, потому что там в Фатине пекут очень хорошо. Тесто очень вкусное, и сами пирожки всегда свежие и вкусные. Нам их подогрели. И вот мы с Андреем ушли за Анапку, кстати, когда мы шли, Андрей говорит: я этой дорогой никогда не ходил. Наверное, она длиннее. Я говорю: Андрей, она не длиннее, она практически, если так вот на карте прикинуть, она точно такая же, как ты ходил. А ему какой-то мужчина по имени Володя подсказал, как ходить на центральный пляж, туда, на Гребенскую. Вот. А на Гребенской там же, и народу больше, и, там больше, так скажем, мне там не нравится. А здесь мы зашли в дюны, зашли в эти заросли. Сначала в заросли зашли, но там что-то нам показалось как-то прохладно. Я говорю: Андрей, не будем сидеть здесь в этой тени, потому что, мы же сейчас разденемся и замерзнем. Давай, говорю, на солнце. И вот мы здесь же прямо у этих зарослей на поляночке на такой раскинули покрывало, достали нашу еду, пиво, разделись. Я искупался, потом Андрей сходил искупался. И вот мы провели так день. Это у нас третий выход на море. У нас один раз был 3 года назад, когда Андрей только приехал в Анапу. Он в октябре как раз приехал. И тоже, кстати, была жаркая погода, и мы купались. А второй раз мы ходили с ним в декабре, тоже на это же место, вот где мы были сейчас. Мы тогда Андрей еще спиртсодержащее пил. Вот, поэтому мы взяли тогда водочки, какую-то маленькую чекушечку, взяли в этом цыпленка, консервы, я помню, в фикс-прайсе. Еще там какие-то закуски взяли. И вот тоже в этих дюнах, не в дюнах, вернее, а в этих вот кустах мы и просидели. Вот. А сейчас Андрей абсолютно не пьет, он вообще молодец, как держится. Он, в общем-то, и никогда не пил так уж слишком. Вот, видимо, как-то от скуки, а теперь он абсолютно не пьет. Вот он пьет эту нулевку и ни о чем другом даже и не мечтает, и не тянет его. Так. У меня сегодня двойная трансляция. Одна трансляция идет в Рутюбе, а другая на Ютубе. Вот. В Рутюб я транслирую через смартфон, а на YouTube, понятно, на компьютере. Так что мы с Андреем прекрасно провели время. И все, и обратно тоже пошли пешочком, спокойно. Андрей нормально так, если не спеша, он так передвигается вполне сносно. Хотя он всегда раньше жаловался на ногу, теперь у него нога вроде бы хорошо себя чувствует. И все, Андрей работает, все у него хорошо. Так что все замечательно. Все, перехожу теперь от погоды и от встречи с Андреем, перехожу к теме литературное творчество. Я продолжаю работу над книгой. Это у меня целых 3 книги, потому что книга-то одна, но так как объем получился очень большой, 1000 страниц, мне пришлось разбить ее на 3 тома. Я их назвал не тома, а книга. То есть книга 1, книга 2, книга 3. А название одно. Легкой рукой. Я установил связь с некоторыми нашими членами клуба. Вот за моей спиной вот этот стриж, летящий на фоне солнца, это флаг нашего клуба. Так вот, я установил связь. Буквально вчера я прочитал письмо от ВКонтакте от Жени Левиной. И она пишет, что она с удовольствием, она поддерживает мою идею создания этой книги.
Также я установил связь с Настей Абрамец, об этом я, по-моему, говорил в прошлой трансляции. Она сейчас тоже пишет книгу о вампирах, что-то там у нее название связано с Луной. По-моему, раньше она называла ее «Под бледной луной», что ли, что-то такое. Вот. Ну, а мы с ней тоже попереписывались, и она тоже меня поддерживает, что я начал эту работу над этой книгой. А я эту работу уже заканчиваю. Сейчас я работаю над приложениями. Вот я в прошлый раз читал, это было воскресенье, у меня была трансляция в воскресенье. Я зачитывал стихи из приложения, стихи, написанные КППшниками. Стихи, которые на меня когда-то произвели большое впечатление, и я их все прочитал. Вот тогда смотрел мою трансляцию Андрей Стрельцов из Владивостока, он как раз в это время был в Новороссийске. Он говорит, что ему нравится, как я читаю, и вообще стихи, они сами по себе всегда хорошо звучат, хорошие стихи, если они... А дальше я работаю над приложением, я уже говорил, что там различные материалы, статистика какая-то, да. И самое последнее, что я сделал, это у меня 2 интервью. Первое интервью я делаю с искусственным интеллектом, то есть я в искусственный интеллект загрузил всю книгу, все 3 тома, и потом по этой книге задавал вопросы искусственному интеллекту. Искусственный интеллект отвечал. А потом я сделал наоборот. То есть, опять же, загрузил в искусственный интеллект книгу, интеллект с книгой ознакомился, изучил ее, а потом в виде беседы он провел интервью со мной, с автором. Это было очень интересно, друзья. Я даже сейчас, наверное, вам продемонстрирую немножечко отрывок из этого интервью. Так, сейчас. Я где-то из середины. Вот, сейчас я вам покажу. Вот искусственный интеллект меня спрашивает. Это прям классика философского трэша. Сколько ангелов на кончике иглы? Вопрос из разряда тех, что выбивает почву из-под ног. Сразу хочется уйти в какие-то метафизические дебри, и, знаешь, как я отвечу, столько, сколько туда захочет поместиться. Ведь ангелы, это же в сущности нематериальные, верно, сущности. А значит, у них свои законы, и для них кончик иглы – это как целая вселенная. Или вот можно пойти другим путем. Это вопрос не о числах, а о сути. Не важно, сколько там ангелов. Важно, что каждый из нас пытается найти ответы на такие вопросы, которые не имеют одного правильного решения. А у тебя что тогда в ответ прилетело? Я отвечаю. Слава богу, не я отвечал на этот вопрос. Написавшему эту записку самому пришлось отвечать на него. И это действительно древний философский или богословский вопрос. А вообще записки были попроще. Что такое жизнь, смерть, любовь или такой неожиданный «Кто мы?» Искусственный интеллект пишет. Хоть самому автору пришлось расхлебывать этот ангельский философский суп. А вот какие записки, как что такое жизнь, смерть, любовь или кто мы, это уже серьезная материя. Казалось бы, простые слова, а как только начинаешь в них копаться, понимаешь, что каждая тема – это бездонная бочка. Наверняка у вас разговоры на такие вопросы превращались в настоящие дискуссии. Кстати, вот вопрос, кто мы? У вас кто-нибудь пытался ответить на него коллективно? Или каждый видел свой ответ? Я ему отвечаю.
Помнится, тогда кто-то ответил гениально просто. Мы – это КПП, клуб «Последняя пятница». Этим все и удовлетворились. Ну, в общем, такое интервью, оно достаточно большое. Ну, вот еще сейчас что-то прочитаю. Что-то прочитаю. Я думал написать... искусственный интеллект говорит. Вот это настоящая дружба. Это я когда про Настю Ац рассказал. Здорово, что вы продолжаете поддерживать связь и даже вдохновляете друг друга. А переписка с Таней Бой и ее пыха – это как маленький кусочек прошлого, который живет и радует. А с Настей Ас мистическая книга про вампиров звучит интригующей. Это же как будто бы вы пишете свои собственные истории, которые пересекаются, создавая нечто большее. И действительно, у каждого персонажа есть своя жизнь, судьба вне страниц. Как ты считаешь, влияет ли это на восприятие твоей книги? Может, после всех этих встреч, переписок и дружбы легкой рукой можно было сделать продолжение или добавить новые главы? Я ему отвечаю. Я думаю написать главу о том, как живут сейчас хорошие... Я думал написать главу о том, как живут сейчас хорошие ребятишки, но отказался от этой идеи. С кем-то не получалось связаться, кто-то, не будем говорить кто, хотя это был Паша Буф, ленится писать о себе. Поэтому пусть легкой рукой останется кусочком той жизни, тех встреч, которые оставили в памяти незабываемый след и греют душу до сих пор. Ну, искусственный интеллект говорит, понимаю тебя. Оставить легкой рукой таким, какой она есть, это отличное решение. Это как застывший момент времени, который всегда будет напоминать о тех прекрасных встречах и эмоциях. А добавление новой главы могло бы изменить этот уникальный фотоальбом воспоминаний. Таким образом, книга станет не просто свидетельством прошлого, но и чем-то живым и теплым, что можно перечитывать, вспоминая друзей и те моменты, которые невозможно повторить. Это действительно ценно. Если бы ты мог сказать что-то одно напоследок о клубе и о книге, что бы это было? Ну вот такое было интервью. Может быть, оно сейчас как-то так звучит не очень так понятно, но когда вы будете его читать с самого начала, дело в том, что там, да, искусственный интеллект делает какие-то комментарии к моему сказанному. Ну, обычно это в интервью не бывает в настоящем, но, тем не менее, я-то просил искусственный интеллект со мной просто побеседовать на тему книги. И он действительно составил это интервью как беседу. То есть он делится своими мыслями о книге, я своими, и, в общем-то, в целом получилась интересная беседа. Когда мы вели беседу с искусственным интеллектом, я думал, когда же он закончит, когда же он подведет к концу, уже пора бы как-то закончить интервью-то, но слишком длинное. И как-то, видимо, он мои мысли уловил и скоро подошел к финалу, задал последние вопросы, мы с ним мило попрощались, сделали друг другу комплименты. Он мне в конце ответил вот что он пишет: «Большое спасибо, мне тоже было приятно общаться с тобой, как с настоящим другом. Это действительно чудо, находить общий язык и делиться мыслями. Если у тебя появятся новые идеи или просто захочется поговорить, я всегда здесь. Удачи тебе и до новых встреч». Вот так вот попрощался со мной искусственный интеллект. Так что книга уже почти завершена. В этот раз я не буду ее рекламировать с целью той, чтобы ее кто-то купил. Да, в принципе, я и те-то свои книги не особо так рекламировал. Кому нужно, те их... в принципе, я их и так подарил людям, для которых они были интересны. Вот. Кто-то купил, да, книгу, заказал и купил. А эту книгу я, когда сейчас опубликую на Readero, и она попадет тоже в магазины,
Там надо будет, кстати, провести еще работу по маркировке, потому что у меня там упоминаются иностранные агенты в этой книге, запрещенные и нежелательные организации, экстремистские организации. В общем, много там у меня. Ну, тогда-то это все было как бы легально. Ну, а теперь вот время изменилось, и изменилось отношение к этим организациям. Поэтому, в принципе, печатать это не запрещено, но нужно маркировать. У меня было это и вот в моей последней книге «Проза», где там некоторые организации тоже признаны экстремистскими. Поэтому, в общем-то, само издательство тоже проводит такую работу. Если я что-то сам, как автор, упущу, они мне обязательно в переписке напомнят, что мне нужно промаркировать те-то вот места. Так что еще? Так что вот эта книга, когда у меня будет опубликована на различных сайтах, и у меня будет еще возможность скачать PDF файлы или вот эти вот FB2, по-моему, для электронных книг. В общем, я к чему это говорю, что я всем своим друзьям, КППшникам, и вам, и Юре отправлю потом все эти 3 тома в электронном виде. Их, может быть, читать, конечно, будет не очень удобно, но вот так вот посидеть возле компьютера, полистать. Дело в том, что эта книга, она немножко так затягивает. И она затягивает в том смысле, если ее читать с самого начала. Если читать где-то с середины, ну, не очень будет понятно, потому что там какие-то герои появляются, и непонятно, что это за герои. А вот если с самого начала, то там получается целые истории. А историю всегда интересно читать продолжение, что с этим героем будет дальше по ходу сюжета. Вот. Поэтому книга будет очень интересной, я думаю, для всех. Это такое легкое чтение. У меня искусственный интеллект уже тоже рецензию составил на эту книгу и, в общем-то, вполне высоко достаточно ее оценил. Ну что, друзья, вопросы какие-то будут ко мне сегодня? Еще. Вот я сейчас жду. У меня только Алексей тут написал, что он мой верный подписчик, что он снимался бы со мной в кино, если бы жил в Анапе, и что он поедет на чемпионат мира по тэквондо. Это будет в Арабских Эмиратах. Да? Вот, молодец, конечно, он. Молодец. Написал, что у него 151 подписчик и 981 час просмотра. Друзья, я тоже вас призываю, поддержите меня, пожалуйста, на Рутюбе. Я хочу на Рутюбе включить монетизацию. Для этого нужно 5000 просмотров, всего 5000 просмотров всех роликов. Вот, у меня уже сейчас там около 2000 просмотров. Причем я их набрал только за сентябрь, и вот сейчас октябрь начался. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня на Рутюбе, перейдите. Я очень надеюсь на Алексея. Алексей, пожалуйста, тоже заходи на мой Рутюб, пиши комментарий. Вот как ты пишешь, там, допустим, море господина Альбатроса, город господина Альбатроса, пиши, вот это вот как раз нужно, хотя бы даже вот эти твои слова, они очень будут помогать для продвижения моего канала на Рутюбе. Ссылка на Рутюб будет вот под этим видео, и под каждым видео, я уже так настроил, что под каждым видео на Ютубе будет у меня ссылка на видео на Рутюбе.
Так что, пожалуйста, поддержите меня, все, кто меня сейчас смотрит на Рутюбе. Мне очень нужна ваша поддержка, нужны ваши лайки, нужны комментарии. Может быть, даже вы будете эти ссылки на мои видео размещать где-то в социальных сетях. Мне нужно сейчас 5000 просмотров. И я потом вам расскажу, как я буду монетизировать свои видео. Ну, там есть условия такие интересные. Ну, я все об этом расскажу. Вот. У них очень привлекательная вот эта программа финансирования. Поэтому, может быть, кто-то на Рутюбе сделает и свои потом каналы. Так что давайте вместе будем развивать. Вы в меня верите? Конечно, я в тебя верю, Алексей. То, что ты подписался, ты молодец, но, пожалуйста, еще пиши комментарии под моими роликами, под любыми роликами на Рутюбе, под любыми, хоть под всеми. Просто сядь, так целенаправленно комментируй. Мне это очень нужно. Это нужно моему каналу. Ну все, друзья, больше вопросов нет, поэтому от вас нет вопросов, поэтому я свою трансляцию заканчиваю. До следующего понедельника мы с вами расстаемся. Может быть, я еще... Мне сегодня не удастся посмотреть фильм на канале Домашний, потому что буду у внука в больнице. Так ты возьми телефон и на телефоне посмотри. Сейчас у каждого канала есть свои приложения. Вот. Есть вообще приложения, такие приложения общие, когда ты скачиваешь приложение, допустим, как они называются, CT, допустим, вот CT приложение. Да их море этих приложений, и там ты одно приложение на смартфон скачаешь, и будешь смотреть и Первый канал, и канал Россия, и Домашний, и Пятницу, и Матч ТВ. И все каналы будешь смотреть. Это очень просто и все. Так что скачай себе. Может быть, у некоторых каналов есть свои приложения. То есть, допустим, посмотри, может быть, у канала Домашний есть просто свое приложение. Вообще свое приложение. Вот, поэтому это... А потом там же, по-моему, в палате стоит телевизор. Поэтому посмотри там тоже. Так. Ну ладно, всем мира, добра, здоровья, берегите себя и своих близких. Пока-пока. Конечная заставочка пошла.